что, дорогие друзья, всем привет, всем такого вот замечательного облачного утра. У нас тут туман, у нас тут все очень печально, но для преодоления этого тумана и для преодоления вот этой вот большущей транссибирской магистрали у нас есть замечательный поезд в классическом стиле, называется ИС-20 или называется ФД-20. Это именно не то чтобы поезд, это паровоз с тендером и с вагонами. Сегодня мы это дело посмотрим. Сделал этот поезд, вагоны и тендер мой один из самых преданных подписчиков, зовут его I'm Cat Seriously. Ссылка на его поезд будет в описании под видео. Заходите, скачивайте, потому что он просто великолепен в создании красивых построек. Это просто шедеврально. Ну что ж, друзья, вот такой вот замечательный поезд, который почему-то начинает двигаться. Я не знаю, крутится ли у него колеса. Скорее всего, не крутится, потому что они, по-моему, фейковые. Но это не точно, сейчас мы проверим. Но, естественно, поскольку в игре нету возможность сделать реальный паровоз, ну, пока нету, я думаю, что, в принципе, не будет, все-таки это игра про спасателей, но, тем не менее, разработчики могут так потроллить, но, тем не менее, сделан, естественно, на таких вот тележках для обычных локомотивов и тому подобное. Вот его правильное название, ИС-20-105. Сейчас мы его выгоним и попробуем подсадить к нему тендер. Надо только внутрь попасть. Так, аккуратненько. Просто офигенный поезд. Давайте пока запустимся, немножечко отъедем, потому что нам немножечко нужно отъехать, чтобы заспаунить еще тендер, то есть систему, ну, с углем, который сзади катается. Конечно же, угля опять же тоже нету. Эта игра не про угли пока что. Вот, и потом еще парочку вагонов тоже зацепим, возможно, даже штуки 3. Так, как видите, вместо топлива у нас здесь прикольно показывает не топливо, а именно уголь. Запас угля. Тоже по-своему прикольно. И судя по ручкам газа, нам нужно сидеть именно с правой стороны, потому что здесь есть система торможения, здесь есть система газа. Также показывает, при присоединении к тендеру будет показывать количество угля в нашем тендере, ну то есть количество топлива, естественно. Показывает наш вольтаж, а также температуру горения. Я так понимаю, имеется в виду двигателя, естественно. Помимо прочего, у нас есть стоп-кран, то есть emergency brake, да, и система реверс, то есть движение задним ходом. Ну что ж, давайте, ребят, запускаться. Да, ребят, топка работает, там реально что-то светит, смотрите. Очень красивый дизайн сделал. Офигеть, реально. А если закроем, потухнет. Просто не видно. Ну что ж, друзья, запускаем газ и потихонечку выезжаем. Какой же он громадный, какой же он красивый. То слишком быстро мы едем, я так прям не ожидал. Такая мощность. Оттормаживаемся. Так, в принципе, хватит. Сейчас сами побежим за тендером. Блин, вы только на это посмотрите. Очень классная, шикарная погода. Я даже не знаю, давайте мы эту погоду сами зафиксируем, чтобы она не менялась. Все, я ее зафиксировал, теперь у нас будет вот такая атмосферная погода, потому что нам нужна атмосфера, потому что у нас очень атмосферный паровоз. Так, дальше мы с вами заполним тендер. Вот он, наш тендер, давайте посмотрим его. Опять же, нужно немножко выкатить, чтобы посмотреть нормально, но это тендер, где находится, естественно, уголь для паровозов. И нам нужно его будет подсоединить, я не знаю, еще ни разу это не делал, но думаю, что разберемся. Нам нужен задний ход, небольшой газ, пойдем потихонечку. Пускаем тормоз. Ой, что-то быстро. Тихо. Что, смотрите, друзья, сколько тут угля валяется. Не, чувак по дизайну, конечно, просто гений, просто бог. Вот так вот геморроится. Мне просто бы сил не хватило. Во-первых, у меня было бы все криво и некрасиво получилось. А во-вторых, вы только на это посмотрите, да? Какой дизайн. Так, ну что, потихонечку подъезжаем. Все-таки давайте пытаться. Маленький газ. Так. Тик. Зацепились. А, не туда поехали. Так. Все, теперь реверс включаем, идем вперед. Нам нужно еще спать парочку вагонов. Небольшой газ вперед, потихонечку двигаемся. Давайте посмотрим со стороны, как смотрится. Да, слушайте, у нее даже колеса вращаются. Смотрите, как это круто сделано. Охренеть. Ребята, это просто крутейший паровоз. Вы только посмотрите на этот дизайн. И главное, что у него еще функционально все работает. Даже поворачивается колеса. Я думал, что колеса не будет поворачиваться. Нет, ребята, поворачивается, нам повезло. Так, тендер мы подсоединили. Все, он зацепился, потом посмотрим, сколько в тендере валяется именно угля, а не топлива. Но тем не менее, я думаю, что доехать, допустим, до какой-нибудь Сибири. То есть, как вы помните, по железной дороге можно добраться до Арктики в этой игре. Так, ну настало время вагонов, они тоже очень красиво, вам тоже очень понравится. Вот наш вагон. Я вот думаю, сколько вагонов спавнить, я думаю, что достаточно будет 2. Итак, смотрите, в тендере я посмотрел, у нас в тендере находится 50 тонн угля. Килограмм будем считать, но на самом деле, конечно же, это топливо имеется в виду. Да. Давайте задний ход, потихонечку подцепимся. Охренеть, ребята, на это посмотрите. Как это круто. Ну что, друзья, остался последний вагон, второй, и потихонечку пойдем. Кстати, мы еще сделаем экскурсию по вагону, там, по тендеру. Я более подробно покажу, как все
построено, как нарисовано, как все красиво. Ну, я думаю, что нам нужно еще хотя бы один вагон, но чтобы это больше напоминало поезд, потому что поезд с одним вагоном это какая-то порнография. В принципе, не тормозит, более-менее FPS нормальный, но игра уже научилась как-то занижать кадры, просто все как бы плавно становится. Так, подцепляем тогда последний вагон и пойдем гулять по поезду, наверное. Причем видите, как цепь классно реализована, то есть как у настоящих, в принципе, паровозов, вагонов и так далее. Давайте посмотрим, что внутри каждого из вагонов. Ну, не каждого, в принципе, они полностью одинаковые. Но мы хотя бы посмотрим, как он внутри устроен. Причем, видите, человек заморочился, нарисовал даже вот такие вот штуки, а здесь какие-то деревяшки текстуры поставил. Просто охренеть. А здесь можно пойти из вагона в вагон? Офигеть, реально можно. Круто. Это, конечно, система освещения. Ой, как ярко. Да, тут у нас получается, смотрите, лампа, да, тумбочки, то подобное. Лампа, я так понимаю, работает. Причем очень красиво сделана. Лампа, да? Похож на лампу. И у нас, судя по всему, получается какой-то плацкарт. Чисто мне было бы влом делать столько освещения. Почему есть даже плакатики, смотрите. Офигеть. А туалет здесь есть? Да, вот единственное упущение, которое не хватает, это нужно вагон-ресторан еще человеку сделать. Это нужно еще сделать туалет, ну, не знаю, в каждом вагоне. И было бы вообще просто идеально, потому что вот этого не хватает. Если понимаете, о чем я. Так, ладно, возвращаемся. Ну, тут возвращаться как-то по-странному. Заодно я вам покажу, что такое тендер сверху. Но я, в принципе, уже показывал. Сейчас посмотрим. Какие-то штуки, не знаю для чего. Возможно, для заправки, скорее всего, сделаны. Есть такое подозрение. И куча угля, как в Майнкрафте квадратного. Но здесь квадратики поменьше, поэтому красивее выглядит. И тут проблема, что вы с тендера не можете... Нет, вы можете спуститься, слава богу, все нормально получается. Вот берете сюда уголь и закидываете в нашу печку. Печка работает? Печка работает. Ну что, друзья, давайте потихонечку отправляться. Я, в принципе, все показал. Время для революции написано. Точнее, это даже вопрос получается. Ну что, ребят, поехали. Тормоз у нас пускаем. Потихонечку сгоняемся. Пойдем еще небольшим ходом. Так, вольтаж, проверка. Надо больше скорости. Вау, что-то какой-то быстрый. Офигеть, давайте посмотрим карту, куда мы вообще едем, чтобы понимали. О, понятно. А какая скорость на данный момент? Ну, давайте на максимум разгонимся, посмотрим, какая максималка. Нам еще, в принципе, далеко надо будет ехать. Но мы потихонечку разгоняемся, кстати, при всем при этом. Офигеть, вы только на это посмотрите, как круто. Еще мы едем в такой темноте, в таком тумане, нифига нафиг не видно. Офигеть. По-моему, скорость падает, такое чувство. Нет, мы разгоняемся. Ну, по виду кажется, может быть, мы буксуем просто, скорее всего. Есть подозрение, что мы буксуем банально. Потому что скорость, в принципе, такая же. Давайте поближе посмотрим. Какие-то звуки издают. Смотрите, там что-то прям шевелится, да? Вот это дизайн, да? Продуман прям до мелочей. Ну, просто не к чему придраться. Даже дым идет, смотрите. Ну, в принципе, сделать легко в этой игре. Но все равно. Внимание к деталям прям поражает. Не может быть, чтобы человек не сделал гудок. Это же самое банальное, что может быть в паровозах. Это гудок. Что, я так понимаю, можно выйти, да, погулять? Ага. Офигеть. На какую-то станцию проехали. Где мы там находимся? Ой, нам нужно будет направо повернуть, судя по всему, в Арктику. Скоро будет поворот. Так, главное не упасть. Не могу пройти, почему там мешает это все. Ладно, опасно выходить, не хочу свалиться просто. Возможно, где-то гудок существует, но я его просто не могу найти, не вижу. Я уже все клавиши перебрал, которые возможно. Но нет, к сожалению. А, вот я нашел. Так, мы право поворачиваем. Он сам по слабок повернул, походу. Да, что у нас с скоростью покажите, пожалуйста, мне. Скорость, к сожалению, максимально 110 км в час. Больше, ну, в принципе, в реальности паровоза, по-моему, больше 110, по-моему, даже не разгонялись. А, вот, наверное, гудок, да? Да, наконец-то я нашел. Я говорю, как это в паровозе не мог... ну, нет гудка? Такого просто быть не могло. Это первое, что делают паровозы, когда их строят. Паровоз революции такой. Ну вот, получается, мы свернули направо, и вот по этой вот магистрали железнодорожной мы сможем в итоге приехать в Арктику. Но это будет очень долго. Я не вижу смысла вам особо это дело показывать. Я просто хотел показать вам, что вообще люди строят. И особенно, что это строит один из моих подписчиков, что это, по-моему, очень круто, ребят. Напоминаю, что ссылка есть в описании на этот паровоз. Кто хочет поиграться, кто хочет сделать там, допустим, 100 вагонов, да, или 200 вагонов, может быть, даже я попытаюсь это сделать, но это будет извращение, мне кажется. Но почему бы и нет? Напишите в комментариях, интересно будет ли посмотреть, как этот поезд тянет, допустим, 100 вагонов.
и сможет ли он 100 вагонов этих потянуть. Если, конечно, игра не крашится. Но только эксперимент можно будет сделать. Ну а с вами был Клауд. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам понравился паровоз. Всего хорошего. Пока-пока-пока.